Счастье, счастье, счастье летит. Королевское счастье летит. Кому? Конечно же, девам, королевам и королям. Сразу спинку ровно. Поймаем вот это счастье в такой форме, которое мы с вами запускали в 23-й год. Крепко за него держимся, за философию жизни, за позитив. И, конечно же, стержень. Всегда, чтобы присутствовала сила духа и стержень. Вот за такую формулу мы с вами держимся. И несмотря ни на что, будем с вами счастливыми. Слышу Розану, слышу такие слова, вижу Розану. Конечно же, только вот такой позитивный, счастливый лайк. Девы, спасибо. И мы с вами смотрим февраль месяц. Ну, смотрим февраль месяц. Да, что несет нам февраль? А февраль ясно, четко посылает сюда подсказку для дев. 7 раз сделай вывод. И мы сейчас подробно об этом говорим. 7 раз. Ситуация, которая тебя не устраивает, или ситуация, которая повторяется, или ситуация, которая никак не может решиться, сделай из нее 7 выводов. И ты получишь прекрасный, блестящий ответ. Итак, конечно же, вы, девы, должны понимать, вы рождены под Меркурием. То есть вы рождены то, за что отвечает мысли. То есть голова, мысли. Это самый главный орган. Это мысли твои, это твоя голова. Вы управляемы Меркурием. И Меркурием очень приземленным. Этот Меркурий, который статус дает вам, вот этот королевский, он не позволяет деве опаздывать, сплетничать, какую-то допускать нечистоплотность по отношению в мыслях. То есть все, что связано с мыслями. Какие-то интриги делать. Он просто вот Меркурий такой приземленный, основательный, капитальный. Он не дает вам, он дает, вернее, вам вот этот статус. Поэтому, конечно, всегда смотрите, где находится ваш управитель. Вы это голова, но та голова, по которой есть энергия жизни, то есть как вы мыслите, такая энергия жизни у вас. И, конечно, начинаем мы именно с этого управителя, с вашего, с Меркурия. Меркурий будет находиться в феврале месяце до 11 числа в знаке зодиака Козерог. Очень вам созвучно. Там себя Меркурий ведет по-королевски. Договорились, выполнили. Пообещали, сделали. Время уважать, договорились в который час к этому времени подойти. То есть там Меркурию комфортно. И для вас это положение, все, что связано с вашим состоянием здоровья и с вашей работой. Вот в этом секторе находится ваш Меркурий. Здесь ему просто раздолье, он себя очень хорошо чувствует, потому что договорился взять какую-то встречу с доктором, вы пришли, вас прекрасно в это время приняли. Договорились выполнить вот к этому сроку, чтобы бумаги были готовы. Вы их сами подготовите или та сторона, с которой вы договорились, вам предоставить эти документы. Поэтому воспользуйтесь очень хорошо положением вашего управителя. Можете все, что связано до 11 числа, вот с рутиной финансовой, бумажной, бухгалтерской, отчеты, чеки, цифры, все, что с этим связано, можете очень хорошо распланировать, договариваться, делать, отправлять, перечислять. Здесь у вас очень хорошо будет функционировать, налажено четко. При том, что и 6 числа будет делаться очень хороший секстиль с Нептуном, то есть ваш Меркурий делает, он очень активен и делает хорошие аспекты. Поэтому 6 числа сделает с Нептуном такую, немножечко превратит это чуть-чуть в идиллию, в иллюзию, то, что вам нужно. Ну, как-то немножко романтики внести в
встречи в свои общения, в свой информативный поток. Ну, что-то такое дать романтику, немножечко куда-то возвыситься, захочется какого-то такой легкости, немножечко флирта такого, ну, в поведении, внешности, какой-то яркие краски добавить, что-то немножечко, то, что вы вообще в основном, вы такая строгая классика, больше придерживаетесь такой классики, даже если вы и делаете какой-то спортивный свой, вот спортивный такой стиль, он все равно больше придерживается такой классики. А тут захочется заиграть цветами какими-то. Может быть, кто-то яркую помаду захочет, кто-то яркий цвет лака захочет, что-то, кто-то, ну, какую-то внести такую романтику 6 числа, потому что такой аспект красивый. А 10 числа ваш Меркурий, который находится в Козероге, соединится с Плутоном. Соединиться с Плутоном. Да, и это соединение Меркурия и Плутона говорит о том, что документы, все официальные органы, которые необходимо будет посетить, а это все, что связано с министерствами финансовыми, это с образованием, со здоровьем, кто-то, может быть, работает на какой-то государственной службе. Здесь происходит аттестация. Где-то вам, может быть, нужно будет экзамен сдать, кому-то где-то какие-то бумаги предоставить, где-то какие-то отчеты принести. И, так как это соединение очень гармоничный аспект, у вас пройдут хорошо ваши все переговоры. Кто-то визу подавал куда-то в государственное учреждение, вы получаете туда результат, либо вас приглашают на собеседование. Очень хороший получается тандем, когда соединение вашего Меркурия с Плутоном. Дальше что делает ваш Меркурий? Ваш Меркурий 14 числа сделает соединение, сделает напряженный аспект с Лилит. Ну вот, так сказать, вот по большому счету такая классическая дева и Лилит, то есть фиктивная точка, которая, ну так скажем, все запутать, перепутать, сплетничать, наговорить, некрасивые слова говорить. Это вот настолько не соответствует статусу девы, когда она говорит какие-то, ну вот, так скажем, не очень употребляемые слова литературные. Это настолько не звучит из уст девы. И вот эта Лилит, она тебя на это дело провоцирует. Та дева, которая на втором уровне, классическая дева, она никогда не спустится на первый уровень и не начнет такими апеллировать вот такими фразами, такими выражениями. А напряженный аспект подталкивает, вызывает. Ну-ка давай, что-то такое, какую-то тебе неприятность сделаю, а как ты на эту неприятность отреагируешь? А вот что-то как-то наговорю на кого-то, а подключишься ли ты к этому или нет? И та дева, которая спускается на первый уровень и начинает вести вот это все, то это, конечно, превращается именно в тот уровень, на который очень тяжело потом забраться по статусу, по своему вот такому вот. Дева — это очень хороший королевский такой статус, хороший. Очень тяжело будет подняться с первого уровня. Это большой разрыв между вторым уровнем. Тяжело ты поднимаешься. Аспект сам по себе короткий. Вот тоже на него сделать 7 выводов. Почему, когда я встречаюсь вот с этой подружкой или когда я встречаюсь с кем-то, со своим родственником, почему у меня всегда меня провоцирует на какие-то сплетни, вот что-то на кого-то наговорить, кого-то обсудить, что-то говорить. Вот почему у меня? То есть сделать 7 выводов. И самый, конечно, такой главный вывод, это тоже по Меркурию, это не осуждать людей, не думать о людях плохо. Вот такие выводы, то есть по Меркурию свои выводы сделайте. Все, что связано с ментальностью, что все по-разному воспринимают. И не надо так остро реагировать на что-то. То есть каждый сделает свои, я даже намеки вам бросать не буду, но каждый сделает свои выводы. А когда ты только 7 выводов сделаешь, позитивных, положительных, мудрых, с философией жизни, ты никогда больше на эту ситуацию не наткнешься. Она тебе будет, ты ее проработал. Ты никогда не вернешься в эту ситуацию. Дальше идем. Смотрите. 18 числа уже Меркурий будет находиться уже в другой стихии, будет находиться в знаке зодиака Водолей. И переходит это к вам в сектор семьи и брака.
легкость появляется, радость появляется, удовольствие появляется, хорошие какие-то просмотр фильмов со своей семьей или со своим близким человеком, потом пообсуждали, может быть, даже как-то необычные какие-то сделали выводы из этого фильма, как-то вот необычно провели время, может быть, кто-то перед камином, зажгли свечи, может быть, как-то наоборот в очень уютной обстановке за столом принимали пищу и фильм какой-то смотрели и по ходу обсуждали. А может быть, просто лежа в кровати или на диване, лежа вместе с кем-то, со своим ребенком или со своим любимым человеком или со своими какими-то близкими людьми, как-то в такой домашней обстановке превратили это в такой маленький красивый праздник. И смотрите, очень красиво делает ваш Меркурий, делает секстиль с Юпитером. Юпитер находится в Овне. А это всегда легко, весело, задорно, интересно. А может быть, с детьми поехать на санках покататься. Ты превращаешься вот в такого ребенка, потому что Юпитер, находясь в Овне, это ребенок, как пришел к своим детям, там сам Юпитер становится таким молодым, проворным, жаждущим, вкус такой проявляет к жизни. И вот здесь, когда сделает ваш Меркурий соединение, то вот такие мысли легкости, познания, интереса, что-то пробуждается, какой-то интерес к чему-то, попробовать, начать, а может быть у меня получится, а может быть что-то каким-то таким необычным способом. Дальше что еще? 22 числа сделает ваш Меркурий. Посмотрите, очень гармонии много во всем вашем управителе. 22 сделает прекрасный тригон к Марсу. Марс находится в Близнецах, то есть там, где управитель тоже Меркурий. И сделает очень хороший аспект 22 числа. И это тоже связано с домом, с семьей. Это те, где вы, кто еще не в паре. Это прекрасное знакомство на такой легком, где-то на каком-то семинаре, на какой-то конференции, где-то что-то обсуждается, говорится. Может быть, кто-то на учебе, на каком-то курсе, где-то вы учитесь. Там, где легко, свежо, интересно, забавно. Вот такое делает с Марсом. Но 21 числа Меркурий, который находится в Водолее, такой легкий, хороший Меркурий, сделает напряженный аспект с Ураном. Вот тоже этот аспект, вот такая большая-большая подсказка с неба, со звездного неба, вашему Меркурию сделать 7 выводов. 7 раз сделай вывод. Вот Уран, и это для вас до 21 числа станет такой, знаете, вы в течение месяца, если вы делаете вывод, вот даже на таком самом, давайте рассмотрим простом. Если вы что-то просите своего ребенка сделать, и ребенок из раза в раз не делается, в комнате в своей не убирается, или там как-то не отвечает вашим требованиям приходить вовремя, ну вот что-то, даже вот на таком уровне, посмотрим на ребенка, сделайте 7 выводов. И все эти 7 выводов должны быть положительными. То есть, например, помогать убираться, или перестать требовать от уборку, или делать вместе с ребенком раз в месяц эту уборку. То есть какие-то очень положительных 7 выводов. И вы найдете золотую изюминку того, что как вам преподносить это. Это точно так же работает все, что связано с вашей работой, все, что связано с вашим супругом или супругой. То есть вы сделаете 7 выводов, то, что вас немножко не устраивает и не отвечает вашим требованиям. Кто-то, например, где вы очень чистоплотный, где вы очень любят наводить порядок и чистоту, не все в доме соответствуют этому. Сделайте 7 выводов. И все встанет на свои места. Это такой прекрасный, чудесный, такая проработка хорошая. И все показатели этого месяца об этом вам напоминают, об этом вам говорят. Дальше идем. Ну, смотрим, конечно же, смотрим Венеру. Венера будет находиться в знаке зодиака Рыбки. Это самая ее экзальтация. До 20 числа Венера будет находиться там практически весь месяц. Это самое прекрасное, самое лучшее положение Венеры. Экзальтация, даже слово такое красивое, и когда будет находиться там она в экзальтации Венера, для вас это опять сектор семьи, брака, детей, дом, и в самом лучшем
положении находится Венера, и вот таким образом для вас отработает Венера. Венера сделает чудесный секстиль с Ураном, чудесный секстиль с Плутоном, очень гармоничные делает аспекты, которые во многом вас сделать вот эти вот 7 выводов помогут, сподвигнут только на положительном аспекте, на положительном варианте. Конечно, смотрите, если Венера делает секстиль с Ураном, то есть делает секстиль с Ураном там, где стоит сейчас Уран, то есть в Тельце, они делают между собой прекрасный секстиль. Это очень материальный аспект. В вашей семье может быть прибавление финансовое, материальное. Либо вы получаете премию, либо вы делаете какую-то хорошую продажу, у вас сделка какая-то хорошая состоится, либо вы, в конце концов, имущество, которое у вас есть, вы его делите удачным образом вот в своей семье, вам нужно разделить какое-то свое имущество, вы его очень удачным образом делите, и вы получаете хороший результат, так как это все-таки внезапно, неожиданно, какие-то получаете средства, финансы. Следующее давайте смотрим дальше. Ну что, полнолуние будет в знаке зодиака Лев, и это у вас полнолуние будет такое закрытое для вас. Вы сделаете выводы, 7 выводов, которые будут касаться только вашего такого личного состояния. Какой-то период вы хотите закрыть, потому что на следующем месяце полнолуние будет у вас. Вот что-то вы хотите закрыть, какой-то кейс, какое-то дело захотите закрыть, и вы закрыть это дело, нужно сделать выводы для того, чтобы не натыкаться, не повторилось это еще раз. А 20 февраля новолуние будет в знаке зодиака Рыбки, там, где будет еще находиться Венера в экзальтации, и это у вас происходит в браке, в доме брака, семьи, дома, удовольствия своей. Тем большой шанс, те, кто одинокий, кто не один, может встретить своего человека. Или если вы где-то на расстоянии долго не виделись, вы можете соединиться, кто-то в другом городе, может быть, кто-то работает в другом, доехать не можете, кто-то в стране, в другой. Вы можете вот на это новолуние встретиться, увидеться и, конечно, строить большие-большие планы. У вас идет это по сектору семьи, брака, дома. Ну что, мои хорошие, вот такой плюс-минус месяц для вас. И, конечно, в течение месяца на каждую неделю будет отдельное видео, на которое вы ориентируетесь. Но для вас это большая философия выводов. Сделай 7 выводов. Если тебя что-то на работе не устраивает, пункты себе, а вы любите написать, а вы можете написать, а вы любите составить. Это ваше. Прям 7 пунктов себе составь, что меня не устраивает. И всегда придерживаясь положительно. Даже тот человек, который вас раздражает, не думать о нем плохо. Вообще о людях не думать. Изначально не думать. Изначально не думать, что у меня не получится. То есть вот прям хороших 7 выводов сделайте, и вы посмотрите, как у вас ситуация решится. Слышу такие слова. Вижу Розану. Девы, королевский, всегда королевский лайк. Бесконечно вас уважаю, обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, становитесь спонсорами канала, поддерживайте канал. Спасибо.